Глава 96. Повторное появление зеленой жидкости. Подумав об этом, Хань Ли временно убрал флакон, контролирующий небеса. Он планировал продолжать позволять ему поглощать лунный свет каждую ночь, чтобы увидеть, не произойдут ли какие-либо изменения. Что касается выращивания цветка рождения души, необходимого для перековки его аватара земного божества, то ему придется найти другой способ. Он вернулся в свою тайную комнату и подошел к деревянному столу. В этот момент на столе лежала нефритовая тарелка, а на ней синий предмет. Это было не что иное, как голова аватара земного божества, которому раньше поклонялись в подводной пещере. Во время своего предыдущего визита в подземную пещеру с Лофеном он взял голову для изучения. Он поднял голову с нефритовой тарелки, поставил ее на землю, затем сел, скрестив ноги, на свой футон и начал читать заклинание. Слой лазурного света поднялся над его телом, затем окутал синюю голову и перенес ее вперед, подвесив в воздухе перед ним. Затем он начал делать руками серию странных жестов, похожих на движения людей из примитивных, диких племен, когда они молятся небесам. В то же время он начал читать еще одно сложное заклинание. Пока он все это делал, на поверхности головы появился слой странного синего света, который непрерывно мерцал, а изнутри доносился неясный звук, напоминающий коллективные молитвы бесчисленного множества людей. Затем в окружающем пространстве начали появляться пятнышки синего света, которые сходились к голове. Эти пятнышки синего света были ничем иным, как силой веры, которую голова аватара земного божества собирала от всех своих последователей по всему острову Темной Завесы. По мере того, как синий свет продолжал мерцать, он начал испускать неописуемый всплеск энергетических колебаний, посылая видимые невооруженным глазом волны, распространяющиеся по воздуху, заставляя тайную комнату и даже весь двор непрерывно дрожать. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но его пение становилось все более настойчивым. Синий свет, исходящий от головы, несколько раз мигнул, прежде чем вернуться в стабильное состояние. Это было значительное количество силы, состоящее из всей силы веры, накопленной за последние 10 тысяч лет, но, к сожалению, Ло Мэн уже погиб и не мог контролировать силу, собранную в голове его аватара земного божества. Хань Ли использовал метод, записанный в нефритовом жетоне, чтобы попытаться понять, что такое сила поклонения, в рамках подготовки к совершенствованию своего собственного аватара земного божества в будущем. В этот момент выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он сделал рукой приглашающий жест, после чего в ограничении, окружающем тайную комнату, открылась щель, чтобы пропустить мерцающий белый талисман. Он взял талисман в руку и влил в него свое духовное чувство, затем тут же прекратил то, что делал, положил синюю голову обратно на нефритовый поднос на столе и вышел из тайной комнаты. Во дворе его ждал Ло Фэн с почтительным выражением лица. «Не похоже на вас, что вы так срочно просите аудиенции, вождь Ло. Неужели появились какие-то новости об искусстве совершенствования земного бессмертного высокого уровня?» — спросил Хань Ли. На лице Ло Фэна появилось радостное выражение, и он почтительно поклонился Хань Ли. «Да, старший Лю, именно поэтому я пришел к вам. Вчера я встречался со своими знакомыми, и один из них сказал мне, что на следующем аукционе, который состоится на острове Черного Ветра, появится искусство совершенствования земного бессмертного высокого уровня. Я сразу же пришел сюда, чтобы передать эту информацию вам, старший Лю». Услышав это, сердце Хань Ли слегка встрепенулось, и он кивнул в ответ. «Спасибо за ваши усилия, вождь Ло. Если я правильно помню, до аукциона еще более 10 лет. В течение этого времени мне придется побеспокоить вас, чтобы вы продолжали следить за новостями о цветках рождения души и других искусствах совершенствования земного бессмертного высокого уровня. Будьте уверены, старший Лю, вы можете на меня рассчитывать», — ответил Ло Фэн, кивнув и поклонившись на прощание. Однако Хань Ли остановил его, прежде чем тот успел уйти. «Подождите секунду, вождь Ло. Вам еще что-то нужно, старший Лю?» — спросил Ло Фэн с любопытством. Хань Ли открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом, похоже, передумал и в конце концов ответил: «Нет. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я запомню все, что вы для меня сделали за это время». Ло Фэн был в восторге от этих слов и поспешно замахал руками, говоря: «Вы слишком добры, старший Лю. Я просто делаю то, что должен». После этого они еще немного поговорили, а затем Ло Фэн ушел. Хань Ли смотрел, как Ло Фэн исчезает вдали, затем вернулся в свою тайную комнату. Он собирался рассказать Ло Фэну об останках Ло Мэна, которые он обнаружил, но в конце концов решил, что сейчас неподходящее время. Эта новость имела далеко идущие последствия. В частности, знание о существовании 8000-летнего цветка рождения души было очень опасным и могло привести к большим неприятностям, поэтому лучше было придержать эту информацию до лучших времен однажды утром, полмесяца спустя. Солнце только начало подниматься над горизонтом, и с неба лился теплый солнечный свет, отбрасывая мерцающие блики на поверхность моря. Весь остров Темной Завесы был окутан теплым сиянием,
и большое количество жителей острова и культиваторов собрались перед статуями Ло-Мэна на острове для коллективного ритуала молитвы. Маленький двор, в котором остановился Хань Ли, также был освещен ярким солнечным светом. В тайной комнате во дворе Хань Ли открыл глаза с задумчивым выражением лица. За последние полмесяца, изучая голову аватара земного божества, оставленную Ло-Мэном, он приобрел некоторое понимание того, как собирать и преобразовывать силу веры. Другими словами, если бы он смог перековать свой собственный аватар земного божества и получить подходящее искусство совершенствования земного бессмертного высокого уровня, а затем использовать и преобразовать силу веры жителей острова Темной Завесы, то у него был бы 60% шанс освободить свою зарождающуюся душу от этих таинственных оков и восстановить свою базу культивации. Однако флакон, контролирующий небеса, все еще не мог производить зеленую жидкость, поэтому, похоже, ему придется возлагать свои надежды на получение искусства совершенствования земного бессмертного высокого уровня и цветка рождения души достаточного возраста исключительно на аукцион, который состоится на острове Черного Ветра. До аукциона еще более 10 лет, и это слишком долго, пробормотал Хань Ли про себя, затем вышел из своей тайной комнаты и направился к определенному месту во дворе, чтобы, как обычно, забрать свой флакон, контролирующий небеса. Как только он поднял флакон с земли, он тут же поднял бровь. Похоже, флакон был значительно тяжелее, чем обычно. Ему в голову пришла мысль, и он поспешно попытался снять пробку с флакона. На этот раз ему удалось снять пробку без особых усилий, и он поспешно заглянул во флакон через отверстие, после чего на его лице появилось восторженное выражение. Капля темно-зеленой жидкости размером с соевый боб медленно стекала по внутренней стороне флакона на дно. Ему снова удалось получить зеленую жидкость, однако эта капля зеленой жидкости немного отличалась от той, что Хань Ли привык видеть. Ее цвет был намного темнее, ближе к черному, чем к зеленому, и она озаряла всю внутреннюю часть флакона зеленым светом. Хань Ли держал флакон в руке и снова рассматривал каплю жидкости внутри, прежде чем его волнение наконец улеглось. Несмотря на то, что он уже был готов к худшему, он все еще надеялся на лучшее. В конце концов, если бы флакон действительно навсегда утратил способность производить эту драгоценную зеленую жидкость, то это было бы для него более тяжелой потерей, чем потеря любого из его других сокровищ. К счастью, похоже, кризис миновал, и он увидел свет в конце туннеля. В общей сложности на образование этой капли зеленой жидкости ушел примерно месяц, что было гораздо дольше, чем раньше. Хань Ли не мог не задаться вопросом, насколько эффективной будет капля зеленой жидкости, произведенная за такой длительный период времени. Подумав об этом, он с нетерпением вернулся в свою тайную комнату, затем быстро активировал все ограничения внутри. После этого он взмахнул рукой, достал нефритовый значок и открыл пространственный проход в секретную область. Внутри секретной области все было так же, как и оставил Хань Ли. Цветок рождения души все еще одиноко стоял на поляне. Однако останки Ло-Мэна уже были захоронены в небольшой могиле рядом с деревянной хижиной. Хань Ли подошел к фиолетовому цветку, затем без колебаний снял пробку со своего флакона, контролирующего небеса, и вылил каплю зеленой жидкости в центр тычинок цветка. Он, не мигая, смотрел, как капля зеленой жидкости медленно впитывается в тычинки цветка рождения души, и чувствовал некоторое беспокойство. Это было то же самое чувство предвкушения, которое он испытывал, когда впервые проводил эксперимент, узнав об эффектах зеленой жидкости. Подождав день и ночь, Хань Ли первым делом утром снова вошел в секретную область, а затем направился к цветку рождения души. К его удивлению, хотя прошли всего сутки, цветок рождения души уже претерпел некоторые поразительные изменения. На каждом из его лепестков по краям появилась едва заметная золотая линия, как будто на лепестки цветка была вышита тонкая золотая каймаэ. Согласно нефритовому жетону, оставленному Ло-Мэном, эта золотая линия появится на цветке рождения души только по достижении им 10 тысячелетнего возраста. Этому цветку рождения души уже было около 8 тысяч лет, так что эта капля зеленой жидкости должна была иметь эффект созревания как минимум на 2000 лет. На лице Хань Ли появилось довольное выражение, когда он пришел к такому выводу. Несмотря на то, что в царстве бессмертных зеленая жидкость добывалась гораздо медленнее, эта одна капля зеленой жидкости была в несколько десятков раз эффективнее, чем капля зеленой жидкости, производимая в царстве духовной сферы. После этого он потратил еще месяц, чтобы убедиться, что флакону, контролирующему небеса, действительно требуется примерно месяц, чтобы произвести каплю зеленой жидкости, и он был очень рад, что это подтвердилось. В то же время он продолжал изучать метод перековки аватара земного божества и регулярно доставал голову статуи для тщательного изучения. В мгновение эко прошло еще 3 месяца, и за это время Хань Ли практически каждый день прокручивал в голове подробные этапы метода перековки аватара земного божества. К этому моменту он полностью запомнил метод перековки и был уверен, что сможет успешно перековать аватар земного божества, как только цветок рождения души достигнет полной зрелости и будут собраны остальные материалы для перековки. Более того, под воздействием зеленой жидкости, производимой флаконом, контролирующим небеса, на всех лепестках цветка рождения души появилась вторая золотая линия.
По оценкам Ханли, в царстве бессмертных на образование каждой капли зеленой жидкости требовался примерно месяц, а одна капля жидкости имела эффект созревания примерно на 3000 лет. При такой скорости, если не случится никаких происшествий, ему потребуется всего около 4 лет, чтобы получить 100-тысячелетний цветок рождения души. Глава 97. Три бога-предка. В лучах заходящего солнца весь остров темной завесы напоминал золотой лист, плывущий по черной поверхности моря. В деревнях смертных, спрятанных в лесах острова, из кухонных очагов поднимались клубы дыма, а на пристани появлялось все больше кораблей. Несколько культиваторов острова патрулировали территорию, и все они были очень довольны тем, как мирно все было с момента последнего нападения расы Холодного Кристалла. Весь клан Ло был почти уничтожен во время битвы, которая произошла около года назад, и только благодаря своему богу-предку они избежали кризиса. В этот момент у них не было никаких амбиций, кроме как остаться здесь в мире и продолжать совершенствование, защищая эту землю, которую они называли своим домом. Внезапно лидер патрульной группы остановился и устремил взгляд вдаль. Что случилось? Остальные члены группы тоже быстро остановились, чтобы посмотреть, что происходит. Внезапно поверхность моря вдали начала бурлить, и серия массивных волн высотой в сотни метров поднялась, прежде чем обрушиться на остров. Вскоре огромные волны поднялись над поверхностью моря, насколько хватало глаз, и все они сходились к острову, а окружающая земля сотрясалась и дрожала. Группа культиваторов была очень встревожена, увидев это, и их лидер поспешно вытащил цилиндрический предмет, прежде чем дернуть за фитиль, после чего в небеса взметнулся ослепительный свет. Они не знали, что море в радиусе десятков километров вокруг всего острова бурлило, как кипящая вода, и массивные волны сходились к острову со всех сторон. Из главного зала клана Ло быстро вылетела полоса света, которая оказалась Ло Феном. Его духовное чувство уже охватило весь остров и окружающее море, и на его лице появилось мрачное выражение. Еще несколько полос света прибыли на место происшествия с разных сторон, прежде чем собраться вокруг Ло Фена. Это были другие старейшины острова стадии интеграции тела. Они явно тоже заметили, что происходит вокруг острова, и все они были очень встревожены увиденным. В этот момент все гигантские волны, обрушивающиеся на остров, внезапно сошлись, образуя огромный водяной барьер, который поднялся вокруг острова, прежде чем собраться к его центру. В мгновение ока весь остров оказался под гигантским прозрачным водным барьером. Ло Фен и остальные были еще больше встревожены, увидев это. Что происходит, вождь? Может быть, на нас напали, и эти враги сильнее всех, с кем мы когда-либо сталкивались. Немедленно сообщите старшему Лю. С тревогой приказал Ло Фен. Старейшина, которому он отдал приказ, немедленно поспешил во двор Ханли. «Активируйте все построения острова», — приказал Ло Фен, обращаясь к остальным старейшинам. Несколько секунд спустя вокруг главного зала возникло несколько вспышек света, когда одно за другим активировались построения, покрывая все важные места на острове. В этот момент вдали в небе появились 3 невероятно яркие полосы света, которые с невероятной скоростью полетели к главному залу клана Ло. В мгновение ока полосы света прибыли на место, а затем отступили, открывая 3 фигуры. Троицу возглавлял внушительный мужчина в белом доспехе с забралом на лице. Забрало закрывало только верхнюю половину его лица, а изо рта торчали 2 изогнутых бивня, что придавало ему очень устрашающий вид. Рядом с мужчиной в белом доспехе стоял пожилой мужчина в черной мантии со смуглым лицом, в глазах которого мерцал слабый синий свет. Третьим членом трио была женщина в синей мантии, которой на вид было около 40. Она все еще сохраняла большую часть своего изящества молодости, но ее красоту портил довольно неприглядный крючковатый нос. Самым странным было то, что все трое имели довольно деревянные и отсутствующие черты лица, как будто это было трио чрезвычайно искусно изготовленных марионеток. Увидев троицу, лицо Ло Фена мгновенно побледнело, и все его тело задрожало, как будто он увидел призрака. Другие старейшины и некоторые из старших культиваторов острова также демонстрировали подобную реакцию. Большинство молодых культиваторов клана Ло понятия не имели, кто эти трое, но выражение лиц их вождя и старейшин говорило им все, что нужно было знать, и они тоже стали очень беспокойными. Ло Фен выдохнул, как будто пытаясь изгнать страх из своего сердца, затем насильно взял себя в руки и спросил: «Бог-предок Хань Цу, бог-предок Лу Кунь, богиня-предок Гоу Гоу, чем обязан такой чести?» Все молодые культиваторы семьи Ло пришли в ужас, услышав это. Большинство из них не знали, кто такие Лу Кунь и Гоу Гоу, поскольку они были богами-предками островов, расположенных довольно далеко от острова Темной Завесы, но все они знали, что Хань Цу был богом-предком расы Холодного Кристалла, которая не так давно вторглась на их остров, и можно сказать, что он уже десятки тысяч лет был заклятым врагом клана Ло. 3 бога-предка стояли на расстоянии более 300 метров друг от друга, глядя сверху вниз на испуганных жителей острова Темной Завесы, и их и без того деревянные и бесстрастные глаза выглядели особенно холодными и неприступными.
Товарищ Даос Хань Цу, вы уверены, что Ло Мэн уже погиб? Я слышал, что армия вашей расы Холодного Кристалла понесла серьезные потери во время последнего вторжения на остров, с ноткой сомнения в голосе сказал пожилой мужчина в черной мантии. Если он еще жив, то почему он не появлялся все эти 10 тысяч лет? Что касается поражения, которое моя армия потерпела во время последнего вторжения, то это было от рук другого бессмертного, который недавно появился на острове Темной Завесы, холодно фыркнул мужчина в белом доспехе. Что? Другой бессмертный? Вы вообще не упоминали об этом, товарищ Даос Хань Цу. Вы намеренно утаили от нас эту информацию. Обвинила его разъяренным голосом женщина в синей мантии. Пожилой мужчина в черной мантии также повернулся к мужчине в белом доспехе, слегка нахмурив брови в недовольстве. Будьте уверены, соратники Падаа. Я уже разобрался в этом вопросе, и оказалось, что этот новый бессмертный культиватор из Нижнего Царства, который только что вознесся в Царство Бессмертных. Я не знаю, как он здесь оказался, но он не представляет никакой угрозы. Кроме того, если бы на этом острове не было бессмертных, то зачем бы я приглашал вас двоих помочь мне? Равнодушным голосом спросил Хань Цу. Услышав это, выражение лица женщины в синей мантии немного смягчилось, но она, похоже, все еще не была до конца уверена. Что касается пожилого мужчины в черной мантии, то он тоже промолчал и отказался занимать какую-либо позицию по этому вопросу. Вместо того, чтобы расстроиться из-за этого, на лице Хань Цу появилась улыбка, и он сказал: «Как насчет этого? Если мы добьемся здесь успеха, я готов предложить каждому из вас дополнительную божественную пилюлю яркого дня в дополнение к награде, которую я вам изначально обещал. Это будет компенсацией за то, что я не уведомил вас о ситуации заранее. Что вы думаете, видя, что вы проявляете такую искренность, было бы грубо с моей соратницы Падаа Гогу стороны сомневаться в вас дальше», усмехнулся пожилой мужчина в черной мантии. Женщина в синей мантии тоже кивнула в ответ. Хань Цу был очень доволен, увидев это. «Я рад, что мы теперь все на одной волне. Мы имеем дело всего лишь с недавно вознесшимся культиватором из Нижнего Царства, как он может противостоять нам троим сразу? В таком случае не будем больше медлить», сказал пожилой мужчина в черной мантии и приступил к действию. Он взмахнул рукой, и снизу, из моря, раздался грохот, и поднялись десятки огромных столбов. Каждый столб был более 30 метров в диаметре, и они тянулись до самых небес. Затем водяные столбы быстро слились воедино, образовав гигантскую руку размером в несколько километров, которая обрушилась на Ло Фэна и группу старейшин вокруг него. Еще до того, как гигантская рука достигла цели, по площади пронесся порыв свирепого ветра, и все построения начали яростно раскачиваться, поскольку свирепый ветер грозил разорвать их на части. На самом деле, несколько построений уже рассыпались на пятнышки света. Выражение лица Ло Фэна резко изменилось, увидев это, и он хотел уклониться, но было уже слишком поздно, и, похоже, его судьба была предрешена. В этот момент вдали раздался резкий визг, и полоса лазурного света, подобно молнии, прибыла на место происшествия. Полоса света содержала лазурную фигуру, которая ударила кулаком в воздух, высвобождая огромную силу. Огромная сила, высвобожденная ударом, оставила после себя серию волн, видимых даже невооруженным глазом, а затем с оглушительным грохотом врезалась в гигантскую руку морской воды. Гигантская рука мгновенно взорвалась от удара, и огромные объемы воды хлынули во все стороны. По воздуху разрушительными волнами распространились свирепые ударные волны, поднимая яростные ураганы, которые либо уносили вдаль все камни и деревья на своем пути, либо уничтожали их на месте. К счастью, поблизости не было смертных, поэтому жертв было немного. Лазурный свет вокруг фигуры в небе рассеялся, открывая Хань Ли, и выражение лиц Хань Цу и старейшин резко изменилось, увидев это. «Почтенный бог-предок!» В один голос радостно закричали все на острове Темной Завесы. Ло Фэн тоже вздохнул с облегчением, но тут же на его лице появилось беспокойство. Хань Ли действительно был грозным культиватором, но он столкнулся с тремя богами-предками сразу. «Какое у вас дело к нашему острову Темной Завесы, товарищи даосы?» Холодно спросил Хань Ли, окинув взглядом троицу перед собой и отводя вытянутый кулак. Старший Лю — все трое боги-предки с близлежащих островов. Тот, что в белом доспехе, бог-предок Хань Цу из расы Холодного Кристалла, мужчина в черной мантии рядом с ним патриарх Лу Кунь, а ту женщину называют госпожой Гоу-Гоу, объяснил Ло Фэн через голосовую передачу. Услышав это, сердце Хань Ли слегка встрепенулось, но выражение его лица осталось совершенно неизменным. «Кажется, вы говорили нам, что это будет легкая битва, но я не думаю, что все так, как вы описывали, соратник Падаа Хань Цу. Этот человек явно небесный бессмертный, не так ли?» Сказал Лу Кунь через голосовую передачу, повернувшись к Хань Цу с холодным взглядом, и выражение лица госпожи Гоу-Гоу тоже значительно потемнело. Хань Цу же был спокоен, как всегда, и ответил через голосовую передачу: «Насколько мне известно, не прошло и года с тех пор, как он вознесся в царство бессмертных.
Даже если он небесный бессмертный, у него не было достаточно времени, чтобы преобразовать магическую силу в своем теле в бессмертную духовную силу, так что нам ни о чем беспокоиться. Патриарх Лу Кунь и госпожа Гоу Гоу обменялись взглядами, услышав это, и никто из них ничего не сказал. Вы, должно быть, товарищ Дао Слю. Уверен, мне не нужно объяснять вам причину нашего визита. Остров Темной Завесы — заклятый враг всех 3 наших островов, и мы пришли сюда сегодня с целью уничтожить клан Ло. Это не имеет к вам никакого отношения, поэтому я предлагаю вам не вмешиваться. Если вы уйдете прямо сейчас, я могу забыть о прошлом и простить тот факт, что вы убили несколько членов моего клана некоторое время назад, холодно сказал Хань Цу. Услышав это, сердце Ло Фэна слегка ёкнуло, и он с беспокойством взглянул на Хань Ли. Выражение лиц всех остальных членов клана Ло тоже резко изменилось, услышав это. Старшие были встревожены ситуацией, а младшие были шокированы тем, что только что сказал Хань Цу. Хань Цу назвал их богопредка-соратником по Даолю, и это напомнило всем молодым членам клана Ло о слухе, который ходил в их клане, о том, что их нынешний бог-предок на самом деле не Ло Мэн. Старейшины их клана всегда яростно отрицали это и запрещали членам клана распространять и обсуждать этот слух, но, похоже, была очень большая вероятность того, что слух на самом деле был правдой. Боюсь, мне придется вас разочаровать. Я дал обещание защищать остров Темной Завесы и не собираюсь нарушать свое слово. Предлагаю вам повернуть назад, пока все не зашло слишком далеко, спокойно ответил Хань Ли, полностью игнорируя угрозу Хань Цу. Глава 98. В ловушке. Ты слишком высокомерен для мелкого сопляка из Нижнего Царства, который только что вознесся в Царство Бессмертных. Выражение лица Хань Цу слегка потемнело, когда он услышал, что хотел сказать Хань Ли, и белый свет вспыхнул вокруг его тела, когда он указал пальцем вперед, вызывая облако белого тумана. Облако тумана слегка забурлило, прежде чем сложиться само по себе, образуя белый ледяной шип длиной в несколько десятков метров. Ледяной шип сиял ослепительным белым сиянием и быстро разделился на 2, затем 2 на 4, затем 4 на 8. В мгновение ока появилось бесчисленное множество белых ледяных шипов, заполнивших практически все небо, прежде чем они устремились прямо к Хань Ли в яростном шквале. Ледяные шипы испускали поток ледяной энергии, когда они мчались по воздуху, из-за чего температура воздуха в этом районе резко упала. На самом деле, температура упала настолько резко, что в воздухе уже появилось множество сосулек, и казалось, что вся область вот-вот замерзнет. Почти в тот же самый момент патриарх Лу Кунь и госпожа Гоу Гоу тоже перешли к действию. Все тело патриарха Лу Куня было окутано слоем синего света, когда он раскрыл ладонь. На его ладони появились пятнышки синего света, затем опустились по воздуху и исчезли в море внизу. Поверхность моря тут же начала бурлить, и появился огромный вихрь с вкраплениями синего света, который быстро расширялся среди грохота, напоминающего звук бесчисленных лошадиных копыт. Тем временем госпожа Гоу Гоу закрыла глаза и сложила печать руками. Вокруг нее вспыхнул черный свет, и из ее тела поднялась струйка черного тумана, прежде чем исчезнуть в одном из облаков наверху. Облако мгновенно стало черным, как чернила, и начало непрерывно кувыркаться и бурлить, испуская таинственные колебания, которые притягивали весь водяной пар в этом районе в радиусе сотен километров, заставляя облако быстро расширяться. В ответ Хань Ли уже поднялся в воздух с лазурным светом, сияющим вокруг него, прямо напротив надвигающегося шквала ледяных шипов, и устремился к трио Хань Цу. В то же время на его груди и животе появились 7 звездных точек, и раздался треск, когда его тело заметно увеличилось в размерах, прежде чем он ударил кулаком в воздух. В ярости вырвался поток огромной силы, заставивший все пространство яростно содрогнуться, прежде чем взорваться с чудовищной мощью. Бесчисленные белые волны, видимые невооруженным глазом, хлынули во все стороны из кулака Хань Ли, и все ледяные шипы, соприкоснувшиеся с белыми волнами, мгновенно взорвались на бесчисленные ледяные кристаллы, прежде чем их сдуло. Выражение лица Хань Цу осталось совершенно неизменным, увидев это, и он сложил печать руками, прежде чем быстро выпустить несколько рунических печатей. По его воле все разбитые ледяные кристаллы снова взорвались, образуя огромное облако ледяного тумана, которое мгновенно охватило большую площадь в радиусе нескольких километров вокруг Хань Ли, испуская поток сильных колебаний закона. Хань Ли почувствовал, будто погрузился в совершенно белый и безликий мир, и тут же взмахнул рукавом, подняв порыв свирепого ветра, который пронесся по окрестностям. Однако белый туман вокруг него лишь слегка забурлил перед лицом свирепого ветра, но не рассеялся и не исчез. Хань Ли больше не пытался развеять туман, решив вместо этого попытаться вырваться из него. Окружающий туман тут же прилип к его телу, как будто это было живое существо, но он был недостаточно холодным, чтобы беспокоить Хань Ли. В мгновение ока Хань Ли вылетел из облака белого тумана. Из его тела вырвался яркий лазурный свет, когда он поднял руку, чтобы нанести мощный удар по трио Хань Цу. Однако затем на его лице появилось удивление, когда он обнаружил, что перед ним ничего нет, а трио Хань Цу, похоже, растворилось в воздухе.
Он тут же остановился и лихорадочно осмотрелся, но обнаружил, что 3 бога-предка стоят в нескольких километрах от него. Окинув взглядом окрестности, Хань Ли понял, что произошло. Дело было не в том, что трио Хань Цу внезапно переместилось с того места, где они изначально стояли. Вместо этого его чувства были нарушены, когда он летел сквозь туман, и в результате он непреднамеренно полетел в неправильном направлении и вышел из другой части облака тумана, чем намеревался. Сразу же после этого его брови слегка нахмурились, когда он опустил взгляд и обнаружил, что вокруг его ног и нижней части живота клубится белый туман, тонкий, как пряди волос. Из тумана в его тело проникали потоки ледяной энергии, постепенно онемение его тела и заставляя его чувствовать, будто он действительно замерзает. Хань Ли немедленно отреагировал на ситуацию, вызвав полупрозрачную истинную экстремальную мембрану над своим телом, чтобы не пустить белый туман и не дать ему воздействовать на него дальше. Это казалось длительным процессом, но на самом деле вся последовательность произошла в мгновение ока. Прежде чем он успел что-либо сделать, из вихря морской воды внизу с громким всплеском появилось гигантское существо. Это был синий гигант высотой в несколько сотен метров, и его тело, казалось, полностью состояло из морской воды. Он был довольно уродлив на вид, с непропорционально большой головой по сравнению с остальным телом, а его конечности также различались по длине и толщине, как будто его слепили наспех, не обращая внимания на симметрию и пропорции. Синий водяной гигант поднялся в воздух, преградив путь Хань Ли, и ударил по нему массивной синей рукой. Еще до того, как гигантская рука достигла цели, по воздуху пронесся порыв свирепого ветра, заставляя пространство за ним расплываться и искажаться, и даже Хань Ли не мог не качнуться от огромного давления ветра. Однако Хань Ли смог быстро взять себя в руки, а затем в ответ нанес свирепый удар, не предпринимая никаких уклончивых действий. В воздух вырвался поток чудовищной силы, заставляя пространство впереди скручиваться и искажаться среди оглушительного грохота. Снова появились бесчисленные белые волны, а затем соединились, образуя огромную проекцию белого кулака, которая ударила синего гиганта, прежде чем его атака успела достичь Хань Ли. На той части тела гиганта, по которой ударила проекция кулака, мгновенно появились волны, образуя закручивающийся вихрь. К удивлению Хань Ли, проекция белого кулака исчезла в вихре, а затем появилась с другой стороны тела гиганта, прежде чем продолжить движение и ударить в пустоту, оставив свою цель совершенно невредимой. Сразу же после этого вихрь на теле синего гиганта в мгновение ока сомкнулся, и к этому моменту его массивная синяя ладонь также достигла Хань Ли. Хань Ли было слишком поздно уклоняться от атаки, и его отбросило, как будто в него врезался астероид, и он пролетел по воздуху огромное расстояние. Однако он быстро смог взять себя в руки, и, хотя его лицо слегка побледнело, он не пострадал от атаки. В этот момент синий гигант снова бросился на него. С нашей последней встречи прошло менее 30 тысяч лет, но вы добились значительных успехов в управлении этим нематериальным водяным гигантом, вызванным вашими мягкими законами воды. Эта штука — идеальное противодействие такому небесному бессмертному, как он. Похвалил Хань Цу. Вы слишком добры, соратник Пада Хань Цу. Вы тоже добились хорошего прогресса в своих ледяных законах. Несмотря на скромный ответ патриарха Лукуня, гордый взгляд в его глазах выдавал его истинные эмоции. Я не могу даже сравниться с вами, когда речь идет о мастерстве над силой законов, соратник Пада Лукунь. Теперь, когда мы оба показали, на что способны, очередь соратницы Пада Гоу-Гоу показать нам, на что способна она, усмехнулся Хань Цу. Пока Хань Ли был занят Хань Цу и Лукунем, темное облако в небе уже разрослось до нескольких десятков километров в размере, и в нем непрерывно сверкали серебряные молнии. В этот момент госпожа Гоу-Гоу взмахнула рукой, выпуская руническую печать, и все облако яростно забурлило среди вспышки молнии. Внезапно с небес хлынул проливной дождь. Дождь был чрезвычайно сильным, и, что было очень странно, капли дождя были соединены друг с другом, образуя струи дождя, которые каскадом стекали сверху. Хань Ли только что увернулся от удара синего гиганта, и он поднял взгляд, слегка нахмурив брови. Струи дождя падали вниз, и как только они соприкасались с его телом, они тут же начинали обвиваться вокруг него, как веревки. В мгновение ока его тело уже было связано несколькими сотнями струй дождя. По истинной экстремальной мембране на его коже пробежал серебряный свет, когда он поднял руки в мощном движении, разрывая все струи дождя вокруг своего тела среди серии глухих ударов. Эти струи дождя были чрезвычайно гибкими и эластичными, и несколько десятков или несколько сотен из них не представляли для него угрозы, но если бы его связали тысячи или десятки тысяч из них, то последствия были бы катастрофическими. Выражение лица Хань Ли значительно потемнело, когда по всему его телу вспыхнул яркий лазурный свет, и он попытался вылететь из области, охваченный темным облаком. Однако синий гигант тут же преградил ему путь, обрушив на него свои массивные ладони. Хань Ли в ответ выбросил кулаки вперед, и два потока чудовищной силы ударили по ладоням гиганта, оставив в пространстве за собой пару белых следов. На ладонях гиганта вспыхнул синий свет, и два потока силы прошли сквозь них, не причинив гиганту никакого вреда.
Тем временем ладони гиганта продолжали опускаться вниз, нисколько не замедляясь. Хань Ли издал разочарованный рев и увернулся в сторону, и всего за несколько секунд его тело снова было связано несколькими сотнями струй дождя. В результате его движения стали гораздо медленнее, чем раньше, но он все еще едва успевал уклоняться от ударов ладони гиганта. Внезапно синий гигант открыл свою огромную пасть, и из нее вылетело около дюжины шаров синей воды размером с мельничный жернов. Шары воды мерцали синим светом, испуская мощные энергетические колебания, и устремились прямо к Хань Ли. В то же время он развернулся и снова бросился на Хань Ли. Хань Ли был полностью занят этим неубиваемым гигантом, поэтому не мог справиться со струями дождя, которые обвивались вокруг его тела, и его движения становились все более скованными. Однако, если бы кто-то внимательно присмотрелся, то заметил бы, что свет, исходящий от тел 3 богов-предков, тоже значительно потускнел, особенно у Гоу-Гоу и Лукуня. Через несколько секунд в воздухе появился полупрозрачный синий кокон, сквозь который едва можно было различить фигуру Хань Ли. К этому моменту он был практически полностью обездвижен. Синий гигант тоже прекратил свои атаки и парил рядом с синим коконом в полностью искусной манере. Спасибо за ваши труды, товарищи даосы. Дальше вы можете оставить все мне. В глазах Хань Цу промелькнуло ликование, когда он издал низкий крик, из его тела среди вспышки белого света появилось бесчисленное множество белых рун, высвобождая поток невероятно мощных колебаний закона, которые слились с белым туманом. В то же время белый свет, исходящий от его тела, быстро тускнел с такой скоростью, что это было заметно даже невооруженным глазом. Белый туман тут же начал яростно бурлить, устремляясь к Хань Ли, и затопил его вместе с синим коконом вокруг него, образуя массивный шар белого тумана, внутри которого непрерывно кружился поток колебаний ледяного закона. Вскоре после этого белый туман рассеялся, открывая белый шар льда диаметром в 100 метров, внутри которого было полностью заморожено тело Хань Ли. Глава 99. Признание личности. Глядя на обездвиженную фигуру внутри массивного ледяного шара, патриарх Лу Кунь и госпожа Гоу-Гоу вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что битва длилась менее 20 секунд, невероятная сила Хань Ли поразила их до глубины души. К счастью, совместными усилиями им удалось поймать его в ловушку. Члены клана Ло на острове Темной Завесы, напротив, сильно встревожились, увидев это, и на лицах большинства из них появилось выражение ужаса. Старший Лю. Ло Фэн издал отчаянный вопль, и на его лице появилось безнадежное выражение. Этого он боялся больше всего. Хань Ли был единственным, на кого мог положиться клан Ло, а теперь, когда он пал, он даже не смел представить, что будет с кланом Ло. Я должен еще раз поблагодарить вас за ваши усилия, товарищи даосы. Признаться, я не ожидал, что этот человек сможет противостоять нашим законам одной лишь грубой силой. Если бы не ваша помощь, у меня были бы большие проблемы, с довольной улыбкой сказал Хань Цу. Я предлагаю покончить с этим прямо сейчас. Чем дольше вы медлите, тем больше вероятность возникновения непредвиденных ситуаций, сказала госпожа Гоу-Гоу. Да, товарищ Даос Гоу-Гоу. В глазах Хань Цу промелькнул холодный блеск, а в одной из его рук появилась вспышка белого света, и он небрежно махнул ею в сторону ледяного шара. В воздухе промелькнула вспышка белого света, и вместе со всплеском колебаний закона появился белый клинок в форме полумесяца с выгравированным на его поверхности драконом. Белый клинок задрожал, пронесся по воздуху в виде полосы белого света, в мгновение К разрезал ледяной шар и, ничуть не замедляясь, устремился прямо к Хань Ли. Однако в этот момент произошел неожиданный поворот событий. Хань Ли был полностью обездвижен внутри ледяного шара, но внезапно его глаза слегка задвигались. Сразу же после этого из его тела вырвались бесчисленные вспышки золотого света, осветив весь шар льда, придав ему вид мерцающего золотого солнца, висящего в небе. Раздался громкий треск, и весь шар льда содрогнулся, когда на его поверхности появилась серия больших трещин, после чего весь шар яростно взорвался, посылая бесчисленные куски льда во все стороны вместе с облаком ледяного тумана. Изнутри выпрыгнула гигантская золотая обезьяна высотой более 90 метров, и все ее тело сияло ослепительным золотым сиянием, а в ее мохнатой руке был зажат белый клинок в форме полумесяца. Белый клинок яростно дрожал, пытаясь вырваться, злобно врезаясь в ладонь гигантской обезьяны и посылая искры во все стороны, но он даже не смог оставить ни малейшего следа на истинной экстремальной мембране на поверхности ладони обезьяны. Троица богов-предков была сильно встревожена этим внезапным поворотом событий, и все члены клана Ло также были полностью прикованы к месту. Однако, в отличие от всех остальных, в глазах Ло Фэна промелькнул проблеск ликования. Гигантская золотая обезьяна издала оглушительный звериный рев, а затем изо всех сил сжала пальцы вокруг белого клинка в форме полумесяца. Раздался глухой хруст, когда клинок был раздавлен в ее руке, превратившись в кучу полупрозрачного порошка. Хань Цу сильно вздрогнул, и его аура мгновенно значительно ослабла после уничтожения его связанного сокровища.
Госпожа Гоу-Гоу и патриарх Лукунь обменялись взглядами, и оба они увидели свое собственное изумление, отраженное в глазах друг друга. Тем временем синий водяной гигант снова перешел к действию, бросившись на гигантскую золотую обезьяну и ударив ее кулаками. Из его кулаков вырвался яркий синий свет, когда пара массивных синих проекций кулаков была запущена в воздух, заставляя пространство за ними яростно содрогаться. Вместо того, чтобы ответить собственными кулаками, гигантская золотая обезьяна глубоко вздохнула, из-за чего ее грудь заметно вздулась, а затем открыла пасть и издала взрывной рев. По воздуху пронесся поток прозрачных звуковых волн, заставляя пространство за ними яростно скручиваться и искажаться, создавая серию волн, видимых невооруженным глазом, и даже скопление черных пространственных разломов. В тот момент, когда пара синих проекций кулаков соприкоснулась с потоком звуковых волн, первая мгновенно была уничтожена. В следующее мгновение прозрачные звуковые волны прокатились по всему телу синего водяного гиганта, заставляя его яростно дрожать и искажаться. По всему его телу начал беспорядочно мигать синий свет, и из его тела вырывались большие столбы синего сияния, прежде чем разлететься во все стороны. Выражение лица патриарха Лукуня резко изменилось, увидев это, и он сделал быструю серию печати руками, выпуская несколько вспышек синего света, которые исчезли в теле гиганта. Однако его усилия оказались совершенно тщетными, и состояние водяного гиганта с каждой секундой ухудшалось. Наконец, раздался громкий удар, когда гигант взорвался на бесчисленное множество крошечных капель воды, которые затем быстро распались на водяной пар перед лицом разрушительных звуковых волн. Патриарх Лукунь тут же издал приглушенный стон, когда синий свет, исходящий от его тела, значительно потускнел. Издав этот оглушительный рев, гигантская золотая обезьяна подпрыгнула к темному облаку наверху, а затем резко выбросила руку вверх, когда из ее кулака вырвался ослепительный золотой свет. Раздался оглушительный грохот, когда в небеса взметнулась огромная проекция золотого кулака, прежде чем она погрузилась прямо в темное облако, высвобождая поток неописуемо мощной силы, чтобы сформировать серию золотых ураганов, которые пронеслись по воздуху во всех направлениях. Госпожа Гоу-Гоу была сильно встревожена, увидев это, но было слишком поздно что-либо делать. Раздалась серия громких тресков и хлопков, когда темное облако в небе было жестоко разорвано на части, прежде чем яростно взорваться, быстро распавшись в небытие. Госпожа Гоу-Гоу издала приглушенный стон и отступила на шаг, а ее аура колебалась неустойчиво, в то время как черный свет, исходящий от ее тела, также значительно потускнел. Уничтожив темное облако, гигантская золотая обезьяна окинула взглядом 3 богов-предков, прежде чем остановить свое внимание на Хань Цу, после чего в ее глазах появился поток холодного убийственного намерения. Сразу же после этого ее огромное тело превратилось в золотую тень, когда она набросилась на троицу богов-предков. Намеренно или нет, но патриарх Лукунь и госпожа Гоу-Гоу бросились в противоположных направлениях, чтобы дистанцироваться от Хань Цу. Несмотря на это, гигантская золотая обезьяна нисколько не изменила свою траекторию. Вместо этого она еще больше ускорилась, продолжая свой первоначальный курс. Хань Цу сделал быструю серию печати руками, поспешно отступая. Из его тела вырвался ослепительный белый свет, образуя белый световой барьер, который окутал его с головы до ног. Из белого светового барьера исходили потоки мощных колебаний закона, а также бесчисленные белые руны, которые плыли по воздуху. Сразу же после этого он открыл рот и выпустил полупрозрачный белый ледяной кристалл, который начал вращаться на месте, и все белые руны мгновенно сошлись к нему. В мгновение, как комбинация ледяного кристалла и белых рун превратилась в белого ледяного дракона длиной более 30 метров, который бросился на надвигающуюся золотую обезьяну. Гигантская золотая обезьяна холодно фыркнула и ударила кулаком в воздух. Из ее кулака среди глухого грохота вырвался шар ослепительного золотого света. Затем шар золотого света во вспышке превратился в огромную проекцию золотого кулака, которая продолжала нестись к белому ледяному дракону. Ледяной дракон открыл пасть и выпустил в ответ толстый столб белого света, и волны белого ледяного ци яростно пронеслись по воздуху во всех направлениях, оставляя за собой большие пятна иния. Проекция кулака столкнулась со столбом света с оглушительным грохотом, и последний был мгновенно уничтожен. Проекция золотого кулака лишь слегка замедлилась, прежде чем врезаться в тело белого ледяного дракона. Ледяного дракона постигла та же участь, что и столб света, он взорвался на бесчисленные ледяные кристаллы, а в небеса взметнулся поток мощных ударных волн. К этому моменту слой белого света вокруг тела Хань Цу был тонок, как лист бумаги, и он отлетел назад от разрушительных ударных волн, проносясь по небу, как астероид, прежде чем с огромным всплеском упасть в море внизу. Гигантская золотая обезьяна как раз собиралась продолжить преследование, когда сверху внезапно раздался мужской голос. «Подождите, соратник Падаалю». «Давайте будем цивилизованными». Гигантская золотая обезьяна остановилась и подняла голову, чтобы посмотреть вверх. Патриарх Лукунь и госпожа Гоу-Гоу приближались к нему и остановились на небольшом расстоянии. «Ваши силы поистине невероятны, товарищ Падаалю. Я искренне восхищаюсь», — сказал патриарх Лукунь с дружелюбной улыбкой, сложив руки в приветствии.
Учитывая вашу невероятную силу, мы готовы уступить вам право собственности на остров Темной Завесы. Эта битва — результат недоразумения, и продолжать ее не пойдет на пользу никому из нас, так почему бы нам не остановиться на этом? Предложила госпожа Гоу-Гоу. Глаза гигантской золотой обезьяны слегка сузились, когда в ее зрачках промелькнул проблеск синего света, и она молчала, слегка нахмурив брови. Внезапно Хань Цу с громким всплеском вылетел из моря вдали, и его аура сильно уменьшилась, указывая на то, что он получил серьезное ранение. Теперь, когда вы почувствовали силу соратника Пада Алю, я уверен, что вы больше не возражаете против того, чтобы предоставить ему контроль над островом Темной Завесы, верно, соратник Пада Хань? Спросил патриарх Лу Кунь, повернувшись к Хань Цу. Хань Цу помолчал, прежде чем внезапно расхохотаться. Да, я действительно восхищаюсь вашими силами, соратник Пада Алю. Я не возражаю, если вы хотите захватить остров Темной Завесы. Взгляд гигантской золотой обезьяны еще некоторое время задержался на Хань Цу, прежде чем она быстро вернулась в свою человеческую форму среди вспышки золотого света. Я уже заявлял ранее, что не собираюсь сражаться ни с кем из вас. Если вы хотите уйти, то, пожалуйста, уходите, сказал Хань Ли со слабой улыбкой. С этими словами напряжение в воздухе мгновенно значительно уменьшилось. Соратник Пада Алю, возможно, это было грубое знакомство, но тем не менее это знакомство, и я рад, что познакомился с вами. Все силы в море Черного ветра постоянно воюют друг с другом, поэтому, учитывая, насколько близко расположены наши острова, нам нужно полагаться друг на друга, чтобы отражать внешних врагов. Теперь, когда вы захватили остров Темной Завесы, вам следует прийти и навестить нас, когда у вас будет такая возможность, сказал патриарх Лу Кунь со слабой улыбкой. Да. У таких богов-предков, как мы, нет могущественных покровителей или наставников, поэтому мы можем совершенствоваться только самостоятельно, и для нас было бы бесценно обменяться своими прозрениями и опытом совершенствования. В связи с этим мы все время от времени собираемся вместе, чтобы обсудить культивацию или обменяться ресурсами. Учитывая те заоблачные высоты, которых вы уже достигли в столь юном возрасте, есть очень большая вероятность, что в будущем вы сможете продвинуться до стадии Золотого Бессмертного, поэтому очень важно, чтобы вы больше узнали о силах законов, добавил Хань Цу, кивнув, и в его голосе слышалась легкая нотка подхалимства. Я обязательно навещу вас всех, если у меня будет свободное время в будущем, ответил Хань Ли, кивнув. Глава 100. Маска с бычьей головой. Еще раз приношу извинения за вторжение, Дао Слю. Я сейчас ухожу, сказала госпожа Гоу-Гоу, а затем унеслась вдаль, превратившись в черную тень. До свидания, соратник Пада Алю. Патриарх Лу Кунь поклонился Хань Ли и Хань Цу на прощание, а затем тоже ушел. Таким образом, перед Хань Ли остался только Хань Цу, и он не собирался уходить. Чем еще я могу вам помочь, товарищ Даос Хань? Спросил Хань Ли, и в его голосе проскользнули холодные нотки. «Я также хотел бы извиниться за вторжение, Даос Лю», сказал Хань Цу, почтительно поклонившись Хань Ли. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурился и ничего не ответил. После недолгого колебания Хань Цу продолжил. «У меня действительно есть кое-что, что я хотел бы обсудить с вами, Даос Лю». «Говорите», — спокойно сказал Хань Ли. Насколько мне известно, патриарху Ло Мэну некоторое время назад удалось завладеть цветком рождения души, и я предполагаю, что теперь этот цветок находится у вас. Видя, что вы идете по пути небесного бессмертного, я уверен, что такой цветок вам не нужен. Не могли бы вы отдать его мне? Будьте уверены, я обязательно предоставлю вам удовлетворительную компенсацию, сказал Хань Цу, и на его лице появилось выражение надежды. Извините, что разочаровываю вас, но я не нашел такого цветка на острове, ответил Хань Ли, не меняя выражения лица. Улыбка Хань Цу тут же застыла, и его лицо слегка потемнело. Ясно. В таком случае я сейчас ухожу, сказал Хань Цу с прощальным кивком, а затем улетел полосой белого света, исчезнув вдали в мгновение ока. Хань Ли смотрел, как Хань Цу уходит, и только после того, как тот скрылся из виду, он спустился обратно на остров Темной Завесы. В какой-то момент водяной барьер над островом исчез, и море вокруг острова вернулось к своему прежнему мирному состоянию, как будто ничего и не было. Старший Лю, Ло Фэн и несколько культиваторов клана Ло стадии интеграции тела тут же собрались вокруг Хань Ли с восторженными выражениями лиц, и их окружало еще множество культиваторов стадии пространственного закаливания и ниже. «Мы не можем отблагодарить вас в полной мере, старший. Вы спасли наш клан Ло от неминуемой гибели», сказал Ло Фэн с серьезным выражением лица, затем упал на колени и поклонился Хань Ли с величайшим уважением и почтением. «Спасибо, старший Лю», все остальные члены клана Ло тоже последовали его примеру. «Не стоит благодарности, вождь Ло. Я обещал защищать остров Темной Завесы, так что это само собой разумеющееся», сказал Хань Ли.
Судя по тому, что эти люди больше не называли его своим богом-предком, Ло Фэн, должно быть, уже объяснил им его личность. Это было хорошо. В конце концов, это все равно нельзя было долго скрывать. Ло Фэн и остальные все еще хотели осыпать Хань Ли похвалой и благодарностью, но Хань Ли извинился, заявив, что ему нужно отдохнуть после этой напряженной битвы, и вернулся в свой двор. Прошло несколько месяцев. Хань Ли стоял рядом с деревянной хижиной в секретной области, осматривая цветок рождения души и легонько поглаживая один из его лепестков. На лепестках цветка рождения души появилась еще одна золотая полоса, в общей сложности 3 полосы. В возрасте более 30 тысяч лет на фиолетовых лепестках цветка начал проглядывать золотой оттенок, придавая ему царственный вид. Взгляд Хань Ли был устремлен на цветок, но он размышлял о битве, которую он провел против аватаров земного божества 3 богов-предков несколько месяцев назад. Несмотря на то, что 3 аватара земного божества в конечном счете были побеждены, они дали Хань Ли больше понимания сил законов, и он еще больше заинтересовался в том, чтобы обрести эту силу для себя. Через несколько мгновений он медленно отдернул руку и снова выпрямился. Как раз когда он собирался отвернуться, краем глаза он заметил вспышку света, появившуюся в маленькой деревянной хижине рядом с могилой Ло Мэна, после чего из нее вылетел предмет. Он повернулся и обнаружил, что эта голова статуи Ло Мэна появилась из деревянной хижины и парит в воздухе, светясь синим светом. Раньше, когда он пытался наблюдать за силой веры через голову статуи, всегда происходил какой-то феномен, причем в самый напряженный момент он вызывал такие сильные колебания, что стены вокруг двора, в котором он находился, трескались. Чтобы избежать подобных случаев в будущем, он отремонтировал деревянную хижину в секретной области, и в течение последнего месяца он проводил здесь большую часть своего времени, за исключением ночи, когда он позволял своему флакону, контролирующему небеса, поглощать лунный свет. В результате голова статуи, естественно, тоже была перенесена в эту секретную область. Раньше, пока он не пытался наблюдать за силой веры внутри головы, используя метод, содержащийся в нефритовом жетоне, голова оставалась неподвижной, как неодушевленный предмет, и это был первый раз, когда она вылетела сама по себе. Хань Ли слегка нахмурился, когда подошел к голове для более тщательного осмотра, но в его сердце внезапно возникло странное предчувствие, и он рефлекторно отпрыгнул назад, чтобы принять уклончивые меры. Внезапно в воздухе яростно взорвалась вспышка синего света, посылая мощные ударные волны во всех направлениях. Краем глаза Хань Ли заметил цветок рождения души и тут же бросился к нему, чтобы защитить от взрыва. Он скрестил руки перед собой, а затем использовал всю свою магическую силу, чтобы создать лазурный световой барьер, который сдерживал ударные волны. Ударные волны одна за другой врезались в лазурный световой барьер, а затем уносились в разные стороны, и в окружающем лесу поднимались большие клубы пыли и мусора, когда десятки деревьев были повалены в одно мгновение. Недавно отремонтированная деревянная хижина не смогла противостоять ударным волнам и снова рухнула, став еще более ветхой, чем раньше. Еще некоторое время из головы статуи продолжали вырываться ударные волны, прежде чем постепенно отступить, и синий свет, сияющий изнутри, тоже погас. В этот момент из головы статуи без всякого предупреждения вылетела маска с головой быка размером примерно с человеческую голову и устремилась прямо к Хань Ли. Вся маска была синего цвета и покрыта странным узором, которого Хань Ли никогда раньше не видел. Из маски непрерывно исходили потоки своеобразных колебаний, а на лбу маски располагалась пара странных символов, которые, казалось, обозначали цифры 1 и 5. Хань Ли рефлекторно ударил кулаком по маске, но маска тут же стала нематериальной, позволяя кулаку и руке Хань Ли пройти сквозь нее, когда она продвинулась вперед и зависла перед цветком рождения души. Хань Ли слегка замешкался, увидев это, а затем обернулся и увидел, как из маски быка среди вспышки синего света вырываются светло-голубые волны. Сразу же после этого жесткие и неподвижные линии рта маски пришли в движение, и она объявила: «Змей-15, прошло уже много лет с тех пор, как ты в последний раз выполнял задание для гильдии, и твое последнее подношение тоже истекло. Ты должен отправиться на остров Морского Инжира, чтобы встретиться со Змеем-3 в течение месяца, и он возьмет тебя на выполнение этой миссии. Если ты не прибудешь к назначенному сроку, то будешь исключен из гильдии странников и будешь вынужден нести все последствия». Когда голос затих, колебания, исходящие от маски, исчезли, но она не упала на землю. Вместо этого она продолжала парить в воздухе, слабо мерцая синим светом. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но он вдруг бросил холодный взгляд на цветок рождения души. Внезапно он холодно фыркнул, сложил странную печать руками, а затем резко протянул руку и сделал хватательное движение. Из его кончика пальца мгновенно вылетела полупрозрачная нить, которая вонзилась прямо в тычинки цветка рождения души. Когда его рука медленно отдернулась назад, полупрозрачная нить задрожала, вытягивая из цветка рождения души отчаянно извивающуюся черную сущность. Как только черная сущность покинула тычинки цветка, она начала яростно извиваться, превращаясь в миниатюрную черную фигурку размером всего в несколько сантиметров. Миниатюрная черная фигурка имела сильное сходство со статуями Ло Мэна, и Хань Ли мог сказать, что ее аура также идентична остаточной ауре в голове статуи.
Ты Ло-Мэн. Удивленно пробормотал Хань Ли про себя. На лице миниатюрной черной фигурки появилось паническое выражение, и ее рот непрерывно открывался и закрывался, но она не могла издать ни звука. В то же время из ее тела в воздух рассеивались струйки черного ци, и она выглядела так, будто вот-вот распадется. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился. Эта миниатюрная черная фигурка, похоже, была сформирована лишь струйкой ауры души Ло-Мэна. Это была не его настоящая душа, и ее даже нельзя было считать осколком души. Учитывая ее нынешнее состояние, она скоро распадется. Подумав немного, Хань Ли сделал быструю серию печати руками, выпуская несколько лазурных рунических печатей, которые исчезли прямо в миниатюрной черной фигурке. Лазурный свет тут же вспыхнул над ее телом, и появился лазурный световой барьер, который окутал всю миниатюрную черную фигурку, как мембрана. Убегающее черное ци было остановлено мембраной и не могло больше рассеиваться, что стабилизировало миниатюрную черную фигурку. Ее губы снова пришли в движение, и из ее тела раздался хриплый и очень слабый голос. «Спасибо, товарищ Даос, не спешите благодарить меня». «Что вы задумали, спрятав струйку ауры своей души в цветке рождения души?» Холодно спросил Хань Ли. «Вы не из нашего племени, но вы знаете мое имя и были готовы помочь мне стабилизировать мою душу, поэтому я полагаю, что вы не враг нашего острова Темной Завесы. Почему вы появились в моей секретной области?» Вместо того, чтобы ответить на вопрос Хань Ли, миниатюрная черная фигурка ответила вопросом на вопрос. «Я просто проходил мимо и спас ваш остров Темной Завесы от вторжения расы Холодного Кристалла, и я остался на острове по разным причинам, которые я не буду вам объяснять», — правдиво ответил Хань Ли.